Привет, пацаны и девочки, с вами Тага, и мы находимся на Z-City. И это не просто обзор, мы первый раз делаем обзор на выезде, потому что у нас есть на это повод. Компания Denon DJ выпустила очень крутой контроллер Denon DJ Prime Go. Ту штуку, которую ждал мир диджеинга очень много лет. Это такая штука, которая позволяет вам в путешествии, в самолете, в тачке, в поезде делать ваши миксы. Если вы не подписались на этот канал, то, наверное, стоит сделать это прямо сейчас. Ну и давайте начнем наш обзор. И в этот раз распаковка будет не такая, как обычно, потому что распакую я его из своего диджейского рюкзака. И в этом видео, в ходе которого вы увидите много информации, помимо получите также кадры из моих личных гастролей в город Геленджик, на Z-City и выступлений. Вы их будете видеть в разное время, вставками. Ну а я пока расскажу о том, что же эта штука из себя представляет. Это такая интересная диковина, которая позволяет вам в течение 5 часов не привязываться к розетке. То есть она имеет абсолютно стандартные органы управления любого двухканального контроллера, возможность подключения внешнего AUX-канала, то есть какую-то хрень типа синтезатора и прочую штуку, а также можете готовить свои плейлисты. То есть любая флешка или диск, который у вас будет под рукой, допустим, в самолете, вам скучно или нечего делать, может пригодиться вам для приятного времяпрепровождения, либо для подготовки к вашему выступлению. И ваш гиг вам запомнится навсегда. Я записал первый в своей жизни микс на высоте 10 тысяч метров. Ссылка на него будет под этим видео. Пока Саша спит, я планирую записать микс на высоте 10 тысяч при помощи вот этой штуки. В данный момент мы только взлетаем. И как только мы взлетим, я начну записывать миксы. Времени должно хватить на то, чтобы его записать, а батарейки, устройство на то, чтобы не умереть. И это было невероятно, когда вы смотрите на облака за горизонт над уровнем моря, точно выше, чем обычно вы находитесь, и пишете музон. Это класс. Так вот, что же он из себя представляет? Это такая штука, которая внутри имеет классную качественную аудиокарту. Она весит примерно 4,5 килограмма. У нее профессиональные разъемы, о них мы поговорим позже. И очень классные органы управления на борту. То есть это первый самодостаточный, маленький, компактный стендалон девайс, который вам поможет вообще в принципе в разных задачах. Чем конкретно пригодился он мне на моих гастролях? В городе Геленджик, отыграв в клубе «Шатер», нас позвали на автопати в Бэй-бар, где неудобно было ставить большой сетап. И я поставил этого малыша. И так как я в принципе работаю на устройствах Denon, то я просто вставил свой жесткий диск на 1 терабайт. И у меня нет никаких глюков с этим, потому как мы знаем, что некоторые бренды не вытягивают большие объемы носителей. Вы можете записывать в него микс. Вы можете писать его прямо в формате WAV. Это все очень удобно, очень качественно. Работает он без батареек, то есть это устройство, которое так или иначе помогает вам именно где-то на природе. Теперь та самая фантастика, о которой диджеи мечтали много лет, что мы можем на море где-то без батареек поиграть сет, то, пожалуйста, Bluetooth колонка и просто ваш контроллер, и ваш вечер удался. Или вы хотите посозерцать, например, где-то в режиме гор там, или на каком-то приятном путешествии во время поезда, когда вас качает. Ну, смысл не в этом, а в том, что контроллер по-настоящему повторяет функционал Denon серии Prime. Все, что вам нужно, это музыка на вашем носителе. Вставить ее сюда. И сейчас я, конечно, расскажу о функциях, потому что они здесь в порядке. Давайте посмотрим, как это работает в принципе. У меня работают все плейлисты. Это стандартные органы управления системы Engine, все те же самые Utility, Preference, все настройки ваших сеток, плейлистов и прочих вещей. Также это возможность записи прямо отсюда. Все, что нужно, это нажать на запись. Нажимаете, все пишется. В общем, для тех из вас, кто не знает, как работает система Engine, достаточно посмотреть мои обзоры. Будут они вот по этой ссылке. Но от каждого из вас будет интересно мнение. Вообще, видели ли вы что-то подобное? Потому что рынок диджеинга сейчас, наверное, перевернулся. Давайте пробегусь по функционалу и по удобству, потому что я все-таки с ней провел не одну неделю. Давайте, наконец, отклеим вот эту вот штуку. Это у нас такая прямо распаковка. Снимем вот эти хрени. Так вот, значит, это полноценные две маленькие деки.
на каждую из которых можно использовать эффект процессор. Он включается, и вы можете выбирать, давайте выберем какой-нибудь трек, плейлист, загрузим его в деку. Все это происходит моментально. Давайте загрузим второй плейлист, второй трек. Все это происходит моментально. Запускаем стандартный орган управления. Все работает так же, как быстро. Можете путешествовать Needle Search прямо по экрану, менять тональности вашего трека прямо с экрана, менять тайминг. Вы можете видеть все основные органы управления вообще. Здесь есть набор эффектов: эхо, дилей, холл, пинг-понг, автогейт, фленджер, LFO фильтр, фейзер, краш, ролл, ревер-ролл, скретч, реверб. Вы можете выбирать эффект, назначать его на одну деку или сразу на две. Вы можете выбирать здесь также Sweep FX, который на позиции A помогает вам работать с фильтром, на позиции B позволяет вам работать с эффектом Wash. Это очень крутой эффект, что-то вроде дилея, но это два основных, которыми вообще чаще всего пользуются диджеи. И Denon сделали это максимально удобно. Что обновилось конкретно в линейке устройства Denon? Это более тугие, более конкретные, четкие эквалайзеры, фильтра и фейдеры. То есть это стало еще более такое мощное, четкое. Устройство сделано очень качественно. За все это время оно не получило ни одной царапины, хотя оно прожило со мной 1,5 недели на Z-City и прожило в гастролях на самолете. Ну, в общем, в принципе, прожило со мной достаточное время. Все это время оно со мной ездило не в коробке, а исключительно в рюкзаке от DJ Back. Кстати, парни, вы сделали крутой рюкзак. Он идеально подходит под это устройство. Также сюда вместились мои наушники, все мои необходимые шмотки и все, что помогает мне в гастролях. То есть реально это устройство создано для путешествий. Я хочу отметить одну очень важную фичу, которая была мной выявлена в ходе вот этих всех гигов. История такая, что когда вы приходите за пульт, и вам как бы не хочется играть на маленькой штуке, такой стыдной, да, то есть, но когда вы ставите вот это устройство, экран реально решает. То есть оно дает качественный звук, оно приятно в руках, и вы можете, если, допустим, какой-то аппарат у вас сломался, вы можете просто поставить его и отыграть свой сет, что я делал неоднократно на Z-City в различных локациях. Помимо этого, все-таки основная ее тема — это подготовка вашего плейлиста или сета в дороге. И компания Denon задумала это таким образом, что у вас есть устройство, которое помещается в рюкзак, вам не нужен компьютер, вы просто подготавливаете плейлист, потом вытаскиваете свой жесткий диск и вставляете его в Denon или в те деки, которые принимают алгоритм вот этих плейлистов. И все. И вы готовы выступать. То есть это очень круто и очень оперативно. Это тот самый клей, тот самое звено, которого не хватало на диджейском рынке. Это реально уникальное устройство, аналогов которому ранее в таком качестве не было. Первый Denon, который реально перевернул вот эту самую планету диджеинга с точки зрения мобильности. Стендалон система, очень крутая, которая стоит своих денег однозначно каждой вложенной копейки. И такой аппарат лично в моей коллекции занимает достойное место. Это очень удобная штука. Здесь есть также, давайте посмотрим, стандартные балансные XLR разъемы, дублирующие небалансный мастер-разъем через RCA, в формате большого джека выход на мониторы, AUX-канал на IN вход через обычный RCA, два микрофона через комбо-разъем XLR джек, функция Link для того, чтобы коннектить этого малыша с другими устройствами Denon, дальше USB вход для флешки внешнего носителя, USB-B для того, чтобы подключать его и перепрошивать вообще к компьютеру. На передней панели устройства разъем SD, регулировка AUX-канала, управление наушниками и, собственно, разъем наушников с маленьким джеком и с большим. Что здесь вообще в целом работает и как это устройство может вам пригодиться? Помимо того, что на деках есть стандартные функции Loop, вы можете пользоваться ими так же, как на больших деках. Все работают штуки абсолютно, то есть у вас нет никаких историй, которые бы вам не могли не пригодиться. Виниловый режим работает, Hot Q, Loop Roll и функция для запоминания дополнительных меток. То есть все взрослые фишки, которые присутствуют на флагманах, присутствуют и на этом устройстве. Это очень важно, потому что чаще всего производитель, когда создает какой-то маленький девайс, забывает и как бы обрезает часть функций, потому что, ну, они не помещаются. Или он считает, что нужно так смотивировать купить большой девайс. И вот тут самая главная мысль, очень важная. Это устройство может не только готовить плейлисты, помогать вам в дороге, оно может быть серьезным конкурентом большим комплектам, потому что оно хорошо звучит, еще раз могу это сказать,
Оно помогает делать с плейлистами абсолютно все, то есть вы можете зайти в плейлисты, выбрать редакцию, выбрать треки и переместить их в любой плейлист, который вам нравится. То есть это устройство, которое может заменить любой комплект. Вы можете не стыдно с ним поиграть, если вы находитесь где-то в путешествии, то теперь вам не нужно переживать за ваш дорогущий лэптоп. Вы можете просто прийти в любой бар или маленький клуб, если вы где-то за границей, улыбнуться, договориться о сете, достать его из рюкзака и сыграть качественный, подготовленный вами плейлист. Тактильно абсолютно идентичная история, то есть мы получаем максимальное качество. Здесь кнопки такие же, как у флагмана. Это металлическое устройство с пластиком и резиной, то есть в тех местах, где нужен металл, там металл, в тех местах, где резина, резина. Это устройство, нацеленное на то, что оно будет постоянно в дороге. Те органы управления, которые должны быть крупными, они сделаны крупными. Для тех, кто пользовался маленькими устройствами, понимает, о чем речь. То есть вам приходится как бы что-то там выруливать чуть ли не с микроскопом. Здесь это не так. Здесь единственный момент, что эквалайзер расположен горизонтально, но привыкаете вы к этому уже при первом сведении. Это на самом деле оказалось очень удобно. И помимо этого, само устройство вообще оставляет самые приятные впечатления. То есть, когда вы тащитесь от железки, она вас не расстраивает. Вы понимаете, что у вас в руках не какой-то форшмак. Вы делаете музыку качественно. То есть, вам нравится с ней работать. Да, это самое главное в работе диджея, чтобы вы получали тот самый кайф и медитацию, которая должна двигать людей к вашему, скажем так, личному пространству, потому что за вами люди идут из-за вашей музыки. Если кто-то из вас считает, что это устройство в каком-то моменте некачественно сделано, что там есть какие-то косяки или вещи, которые недопустимы с точки зрения диджеинга, пожалуйста, напишите об этом, господа хейтеры, мы с вами подискутируем по-взрослому, потому как я с ним пропутешествовал несколько недель, и я точно знаю, что это такое. Отыграл микс в самолете. Автопатийные истории, а также истории случайных мероприятий, когда мне понадобилось подцепляться к диджею, мы играли back-to-back, некий такой групповой экспириенс, который позволил собрать полный бар людей. Дани, кстати, у тебя классный бар. И дальше, я думаю, что Denon будет развиваться еще интереснее. Это самое идеальное расширение линейки диджей-оборудования на сегодняшний день. Потому что мы устали от больших дек, от той хрени, которую нам втирают за огромные деньги. И вот это устройство закроет практически все ваши истории. Теперь важный совет. Если у вас еще не было контроллера, но вы хотели купить по-настоящему классную штуку, которая звучит, которой есть много полезных, важных функций, как у взрослых, серьезных аппаратов, и у вас нету там 200-300 тысяч рублей, то вот это то, на что стоит копить. Ну, если, допустим, вы рассматривали аппарат до 100 тысяч рублей. Если интересно получить скидки на это устройство, вы также найдете ссылки под этим видео. Большое спасибо компании Pro Audio за то, что они предоставили этот девайс на столь экстремальный тест. Если вам это устройство понравилось и вы хотите обсудить какие-то его функции, пишите об этом в комментариях. Если вас интересует диджеинг с точки зрения развития, продвижения и вообще серьезной информации о том, как работают профи, под этим видео есть ссылка на мой мастер-класс о диджеинге нашей школы. На данный момент в нашей школе учатся 24 страны, более 130 городов по планете. Я не хочу говорить, что это самая крупная школа, я не знаю результатов других, но я знаю то комьюнити, которое у нас создано, и тот закрытый чат, где несколько сотен людей с профессионалами получают обратную связь о диджеинге каждый день. То есть это та самая тема, которая так давно была нужна диджейскому сообществу в желании продвигать эту культуру. Друзья, давайте делать ее качественно и честно. Для всех остальных, кто не подписался на канал, не знал о том, что мы делаем такие классные обзоры, подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк, колокольчик, и мы с вами увидимся в других выпусках нашего сериала. С вами был Тага. Надеюсь, теперь все. Можно выключать камеру? Окей. Увидимся в следующих сериях.